Говорят, что если ездить постоянно с низким уровнем топлива в баке, то сгорит бензонасос. Рад вас видеть, друзья. И из этого видео вы узнаете, правда это или нет. Вернее, я сразу скажу, что это неправда, потому что колба бензонасоса всегда полна топливом, независимо от уровня топлива в баке. А как это возможно, я сейчас вам покажу. Так вот, давайте посмотрим, как работает наш топливный модуль. Когда мы его погружаем в бензобак, то первым делом наполняется колба через вот этот вот клапан. Топливо заходит через клапан и наполняет колбу до уровня такого, который у нас в топливном баке. Если у нас, допустим, бак полный, то, естественно, она наполнится полностью. Если у нас топливо вот так, то, естественно, так колба и наполнится. Затем топливный насос включается и через фильтр-сетку накачивает давление через себя вот в эту магистраль, на вот этот вот штуцер. Это так называемая подача. Здесь накачивается давление и затем возвращается по обратной магистрали на вот этот вот второй тонкий штуцер и проходит по трубке к ограничителю давления с обратным клапаном. И через этот ограничитель давления, так называемый регулятор давления, но на самом деле он ничего не регулирует, он только ограничивает давление на отметке 3,8-4 бара. И через него топливо у нас возвращается обратно в колбу, стекает в колбу. И таким образом у нас через обратку колба наполняется. Даже если у нас топливо примерно вот такой вот уровень, то колба у нас всегда будет полная при работающем насосе, потому что вот сюда вставляется этот клапан, вот его место, и он наполняет колбу. Она наполняется через верх и стекает обратно в бак. Естественно, даже если у нас мало топлива в баке, то колба у нас все равно всегда будет полная. И вот здесь у вас может возникнуть резонный вопрос. Как таким способом мы можем наполнить колбу? Ведь чтобы в ней стало больше топлива, чем было изначально, нам необходимо через обратку подать больше топлива, чем мы взяли насосом на подачу. А у нас получается ситуация наоборот. С обратки приходит меньше топлива, чем мы взяли на подачу, потому что часть топлива расходуется мотором. Так как же сделать так, чтобы с обратки приходило больше топлива, чем мы подали на подачу? И вот здесь начинается самое интересное. Именно по этой причине регулятор давления имеет вот такую форму. Она сделана не просто так. И также не просто так он вставляется именно вот в это место, в районе впускного клапана. Таким образом у нас получается струйный насос с эффектом эжекции. Что такое эжекция простыми словами? Это процесс смешения двух сред, при котором одна среда, находящаяся под давлением и движущаяся с высокой скоростью, воздействует на другую и увлекает ее за собой, выталкивая в нужном направлении. Вот на этой картинке можно наглядно посмотреть, как это происходит. Вот сопло нашего регулятора давления, через которое поступает топливо из обратки под давлением. Так как часть этого бензина, активного потока, перемещается с большой скоростью, то при его движении часть топлива из бака засасывается этим потоком. Затем они смешиваются, и в итоге в колбу поступает топливо как из регулятора давления, так и из топливного бака. Таким образом достигается нужный нам эффект, при котором с обратки приходит больше топлива, чем мы подали на подачу. И тем самым колба постоянно полная. Именно по этой причине колба имеет строго такую конструкцию. Именно благодаря этому колба всегда полная бензина, независимо от количества топлива в баке. Это, во-первых, защищает бензонасос, и, во-вторых, это обеспечивает бесперебойную подачу топлива мотору при низком уровне топлива и при движении автомобиля по неровной дороге, либо при поворотах автомобиля, когда топливо перемещается по баку из стороны в сторону. Надеюсь, ролик был для вас полезным и интересным, и до встречи в следующих видео.